Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для топа. Узор простой, несложный. В этом видео мы рассмотрим основной узор и обвязочка рукава. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора: 3 петли на 4 ряда. Для примера мы наберем 13 воздушных петель. Для новичков первая петля делается: мы берем ниточку на пальчик, на указательной левой руки, заходим под ниточку крючком, прокручиваем на 360 градусов, заходим под рабочую нить и вытягиваем первую рабочую петлю. Мы ее не считаем. Вот теперь нам надо набрать 13 воздушных петель. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Набрали. Держим петельку и набираем 4 воздушные петли. 4 воздушные петли. Он у нас будет считаться как столбик. Теперь заходим в пятую петлю и провязываем столбик с накидом 1. И провязываем этот ряд до конца столбиками с накидом. Этот узор, этим узором предлагается связать топик. Вот то, что мы сейчас вяжем, столбики с накидом, это будет как манжет. Манжет в этой модельке состоит из 3 таких рядов, провязанных столбиками с накидом. Мы сейчас с вами вместе провяжем один ряд столбиками с накидом, а остальные 2 вы провяжете самостоятельно. Мы с вами провязали до конца ряд столбиками с накидом. Вот смотрите, теперь вот у нас здесь осталась одна рабочая петля и вот это вот начальная петля, которую мы не считаем. Последний столбик мы провязываем в рабочую петлю. И вот теперь мы связали по схеме первый ряд столбиками с накидом. Начало второго ряда 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Переворачиваем все время справа налево, как будто мы читаем книгу. Так как мы сейчас с вами провязали 3 петли подъема, они у нас заменяют столбик с накидом. Это я говорю для новичков. У нас в предыдущем ряду был столбик с накидом в конце ряда. И мы сейчас провязали 3 петли подъема. Соответственно, он у нас заменяет этот столбик. Второй столбик мы начинаем вязать столбик-столбик предыдущего ряда. И провязываем до конца столбиками с накидом, не торопясь. Учимся выводить ровные столбики, регулируем подачу рабочей нити зажимом нити в кулачке и потихонечку, чтобы у нас были красивые столбики, мы довязываем ряд, второй ряд столбиками с накидом. Конечно, кто учится, столбики будут неровные, некрасивые, но ничего, мы распускаем и вяжем опять.
последний столбик в этом ряду мы заходим в столбик предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. А последний столбик мы провязываем, вот здесь у нас были 4 воздушные петли в начале предыдущего ряда. Мы заходим в первую петлю и провязываем столбик с накидом. Всегда надо провязывать в первую петлю, когда мы делаем петли подъема, чтобы у нас был ровный край. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда то же самое. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем, вот прям приучайте себя переворачивать, перелистывать страницу справа налево. И повторяем, да, первый столбик мы сюда вот не заходим в основании воздушной цепочки, а заходим во вторую петлю, во второй столбик. И до конца ряда не получилось у нас вязать самостоятельно. Заходим в каждую петлю и провязываем столбики с накидом. Я крючок держу как ручку, а кто-то вот так. Говорят, так удобнее. Как нож, как нож. Мне удобно так держать. Вы сами выбираете, да, положение крючка в вашей руке, лишь бы вам было хорошо. Провязав до конца ряда, мы не забываем про последнюю петлю подъема. Провязали последний столбик, заходим в первую петлю подъема и провязываем столбик с накидом, чтобы был ровный край. Мы с вами провязали третий ряд. Третий ряд, 3 ряда в этой модельке, которые предлагают связать модельку этим узором. Вот эти 3 ряда будут манжетом. Мы связали манжет. Начало 4-го ряда 4 воздушные петли подъема. 4 воздушные петли подъема. Это у нас будет замена столбика с двойным накидом. Перелистываем страницу. Делаем двойной накид на крючок. Пропускаем один столбик. Первый столбик мы вообще не считаем за столбик. Он есть, но мы его не считаем. Вот. Первый столбик. Заходим во второй или в третий, кому как удобно. Двойной накид на крючок. Заходим в третий столбик. Провязываем столбик с двойным накидом. Столбик с двойным накидом — это у нас на крючок мы накручиваем 2 накида. Заходим в столбик предыдущего ряда и вывязываем столбик с двойным накидом. Один накид провязали и второй. И теперь 2 петли вместе. 1 воздушная, двойной накид на крючок, и заходим в эту же петлю, в эту же точку. Из одной точки мы вяжем элемент, состоящий из 2 столбиков с накидом и 1 воздушная петля между ними. Это и есть разновидность столбиков. Есть столбики с одним накидом, есть столбики с 2, с 3, с 4 и так далее накидами. Далее мы делаем двойной накид на крючок, пропускаем 2 ряда в предыдущем ряду, заходим в третий и вывязываем столбик с двойным накидом. 1 накид провязали, второй. Оставшиеся 2 петли мы провязываем одной петлей, 1 воздушная. Делаем двойной накид на крючок, заходим в эту же точку. Провязываем еще 1 столбик с двойным накидом. У нас появился второй элемент. Двойной накид на крючок. Пропускаем 2 столбика или 2 петли внизу. Это у нас столбики, это у нас петли.
заходим в третий, вывязываем столбик с двойным накидом, 1 воздушная, двойной накид на крючок, возвращаемся в эту же точку и провязываем столбик с двойным накидом. У нас появился третий элемент. Двойной накид на крючок, пропускаем 2 столбика или 2 петли внизу, заходим в третий, провязываем столбик с двойным накидом, 1 воздушная, двойной накид на крючок, заходим в эту же точку и вывязываем столбик с двойным накидом. У нас появился четвертый элемент. В конце ряда мы делаем двойной накид на крючок, заходим в первую петлю подъема, воздушные цепочки в конце ряда. Эти 3 воздушные петли у нас были в начале, они всегда есть и будут в начале ряда. И провязываем столбик с двойным накидом. Мы с вами связали 4-й ряд. Начало 5-го ряда 3 воздушные петли подъема. 3 воздушные петли подъема нам заменяют столбик с накидом. Перелистываем страницу справа налево. Теперь в этом ряду мы будем работать с арочками, которые находятся внутри элемента. Если условно назвать этот элемент галочка, в галочке у нас была 1 воздушная петля. Вот теперь в этом ряду мы работаем только с этими галочками, этими арочками. Мы заходим крючком, делаем накид на крючок, заходим в элемент середину, из него вывязываем 3 столбика с накидом. 2, 3. Провязали. Мы провязали из предыдущего элемента галочки 3 столбика с накидом. Переходим в следующий элемент в середину и провязываем 3 столбика с накидом из одной точки. В данном случае это у нас арочка внутри элемента. Переходим в следующий элемент и провязываем еще 3 столбика с накидом из одной точки. Заходим в следующий элемент и провязываем 3 столбика с накидом из одной точки. В конце ряда в 4-ю петлю подъема, я напомню, что в предыдущем ряду у нас их было 4, мы провязываем столбик с накидом. Если постоянно делать так, как я говорю, край будет ровный, не будет перекосов. Когда будете собирать изделие, все будет ровненько. Мы с вами связали 5-й ряд. Начало 6-го ряда это у нас 4 воздушные петли подъема. 4 воздушные петли подъема это у нас столбик с двойным накидом. Перелистываем страницу справа налево и провязываем ряд столбик, столбик предыдущего ряда столбиками с двойным накидом. Мы делаем двойной накид на крючок, заходим в столбик, не в основание, а в столбик предыдущего ряда и вывязываем столбик с двойным накидом. Делаем двойной накид на крючок, заходим в следующий столбик или кому как удобно в петлю, провязываем столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок, заходим в следующую петлю и провязываем столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок, заходим в следующую петлю и провязываем столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок, заходим в следующую петлю, столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок, петля, провязали столбик, двойной накид на крючок, петля, провязали столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок, петля, провязываем столбик с двойным накидом.
двойной накид на крючок, петля, провязываем столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок, петля, провязываем столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок, петля, провязали столбик с двойным накидом, и в конце ряда двойной накид на крючок, заходим в петлю подъема и провязываем столбик с двойным накидом. Мы с вами связали 6-й ряд. 7-й ряд, 3 воздушные петли подъема заменяют нам столбик с накидом. Значит, мы сейчас провяжем этот ряд столбиками с накидом в каждую петлю, в каждый столбик предыдущего ряда. Заходим в петлю под 2 ниточки и провязываем столбик с накидом. Вот так. Столбик, столбик предыдущего ряда. Следующий ряд у нас будет столбики с двойным накидом. 8-й и 9-й ряд будет точно такой же, который мы сейчас с вами вяжем. В конце ряда в петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали 7-й ряд. Мы с вами связали образец согласно схемы. Так вот выглядит узор. Это у нас манжет. Это у нас раппорт узора. На фото вот этот раппорт, он будет в том необходимом количестве, которое вам по вашей длине этой модельки. И на плечах, верхняя часть этого топа, вы свяжете 2-3 раппорта вот этой части узора. На фото видно. Теперь давайте разберемся, как обвязать пройму, рукава. Вы связали 2 одинаковые, абсолютно одинаковые детали. Перед и зад на модельке, на схеме вы вяжете прямым полотном. Ничего там не выдумываете. Горловины здесь нет. Вы вяжете 2 прямоугольника одинаковых. После того, как вы соединили плечевые швы, вы будете обвязывать пройму рукава столбиками без накида. Не с того места, где будет у вас шов, но, естественно, вот по схеме, у кого как, от 18 до 22 сантиметров это будет пройма. Обвязка выглядит так: столбиками без накида. Мы делаем одну воздушную петлю подъема, заходим под столбики и провязываем столбики без накида. Мы заходим под столбик, вытягиваем рабочую нить и провязываем 2 петли вместе. 2 столбика без накида в ряду, где у нас были столбики
с одним накидом и 3 столбика без накида в том ряду, где у нас были столбики с 2 накидами. Теперь вот мы заходим, где у нас были столбики с одним накидом, провязываем 2 столбика без накида. Заходим в следующий ряд, провязываем 3 столбика без накида и так далее. 2, далее 3 столбика без накида, следующий 2, следующий, где у нас манжет, в каждый последующий мы провязываем 2 столбика без накида. И у нас получается вот сюда в первую петлю мы провязываем еще 1 столбик без накида. Это первый ряд. 1 воздушная петля, переворачиваем работу. И далее мы идем по ходу вязания. В каждую петлю мы провязываем столбик без накида. Это и есть обвязка рукава столбиками без накида. Топ простой, вяжется легко, быстро, без заморочек. Красота в простоте. Понятно, да? Столбики без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Описание я оставлю ссылки под видео. 1 воздушная, переворачиваем и вяжем столько манжета, сколько нам надо. Выкройку можете сделать в натуральную величину или просто по старой любимой футболке. Вот таким образом. Это у нас получается изнанка, да, мы знаем, как у нас выглядит изнанка. Изнаночные петли, а здесь у нас лицевые петли. И вот таким образом будет у нас выглядеть рукав. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Подписывайтесь на Инстаграм, в Одноклассниках, ВКонтакте. Ссылочки все находятся под видео на мои группы. А всем пока-пока.